Добрый день! Сегодня у нас на канале появится новое видео. Как следует из названия, мы будем ремонтировать ручки у человечков Лего. Я не знаю, может кто-то это уже умеет делать, кто-то делает это по-своему. Я вот нашел такой способ. Недавно перерывали с ребенком завалы наших старых минифигурок для того, чтобы воссоздать какие-то военные сцены в наших самоделках. И столкнулись с проблемой, что многие части тел у старых минифигурок уже разболтаны. И одна из проблем, с которой мы столкнулись, это то, что уже руки плохо на наших минифигурках держались. Итак, для того, чтобы отремонтировать ручки, нам потребуется кусочек пластика тоненького, вот такой вот. Нам потребуется клей. Это супер клей жидкий. Можно молекулярку. Работать с клеем надо очень аккуратно, лучше это все делать на газетке. Основная проблема, почему возникают вот эти вот беды с ручками, минифигуры сейчас попробую навести, заключается в том, что сам этот штифт, как видите, состоит из двух половинок. И периодически здесь появляется какая-нибудь маленькая трещинка в том месте, где одна из половинок примыкает к руке. В результате уже после вставки ручки в туловище эти крепления обратно не расширяются и остаются болтаться. То есть я вот нашел следующий способ. От вот такого кусочка пластика, вот этого, то что мы уже взяли, мы отрезаем узенькую полоску. Я вот уже одну приготовил. Значит, узенькая полоска. Она должна по ширине совпадать, не быть больше ширины этого штифта. Полосочку, в зависимости от толщины пластика, мы складываем в несколько раз. Я сначала пробовал использовать картон. Выяснилось, что картон треплется, картон расслаивается. И возникают проблемы. То есть сложив в несколько раз такое, это в зависимости от того, какой толщины у нас пластик, мы складываем. Он должен входить между этими двумя штифтами достаточно туго. Временами получается слишком сильно, можно лишнее отогнуть. Полностью вся полоска должна находиться внутри штифта. После того, как мы вставляем этот пластик туда, то есть пластик нам нужен, чтобы раздвинуть немножко вот эти две половиночки. Мы берем чуть-чуть клея. Открываем этот клей. Клеем я уже пользовался. Поэтому дырочку нужно пробивать. Вот хорошо вот это помогает с этим кнопки канцелярские вот такие вот, чтобы пробить. И дальше желательно вот это действие делать над газеткой и очень аккуратно, чтобы не попало на руки. Буквально мы по капельке клея наносим на нашу деталь. Итак, и лишнее все тут же убираем салфеткой. Видите, я вот чуть-чуть мимо капнул, и у меня уже клей на руках. Вот очень аккуратно с ним надо. Итак, и оставляем ручку сохнуть. Пока мы можем взять вторую. С ней проделаем аналогичную операцию. Вот сложный несколько раз пластик мы вставили в руку. Не проблема то, что он торчит. Так, буквально чуть-чуть наносим клея, чтобы не повторить ту же самую ошибку, что в прошлый раз мы сделали с другой рукой. Лишнее сейчас я вытру салфеткой. Ватой очень плохо это делать, потому что вата вся остается у нас там. Это клей, который застывает практически моментально. Почему лучше это делать даже взрослому человеку, а не ребенку? Потому что этот клей достаточно вредный. Вот у нас оставляем эти две ручки мы засыхать. Итак, у нас прошло какое-то время. Обычно, учитывая то, что мы наносим достаточно небольшое количество клея, минут 5 достаточно. Итак, мы с белой руки начинали. С ней продолжим. Мы видим, что у нас кусочек пластика торчит оттуда. То есть он торчит, я специально так складывал, чтобы мне удобнее было его вставлять. А теперь, когда клей застыл, я просто обычными ножницами лишний пластик обрезаю. И теперь руку можно вставлять обратно в паз.
Вот тут даже видно, что рука входит достаточно сложно. Вот. Вот рука вошла, она ходит у нас. Не вываливается, держится достаточно просто. Почему, чем удобен этот способ? То, что после того, как мы ремонтируем руку, ручка продолжает двигаться. Все те излишки молекулярного клея, которые маленькие вот могли остаться здесь на штифте, они в процессе игры снова сотрутся просто и отвалятся. И у нас будет мини-фигурка. То же самое повторяем, вот смотрите, со второй рукой. Берем эту ручку. Вставляем. Вот и готово. Вот так у нас две лего мини-фигурки с исправными абсолютно руками теперь есть. И мы можем ими играть. Если у кого-то есть какие-то комментарии, кто-то может предложить что-то еще более интересное. Другое решение проблемы. Можете комментировать, с удовольствием почитаю. Вот также, если вдруг у кого-то есть какие-то идеи, как фиксировать отваливающиеся ноги, такое бывает, ноги соскакивают у фигурок, или разболтанные головы, так чтобы сохранить при этом способность двигать ногами и головой для фигурки, тоже с удовольствием послушаю. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на канал, жмите на гремлина в уголке, комментируйте. До новых видео.